В этом видео тестирую свои универсальные печатные педали на примере симулятора X-Plane 12 и вертолета Kaymax, который называют летающим краном. Работа с подвесным грузом, линия длиной 30 метров, груз, компрессор 500 килограмм. Почему-то я расположил правую пятку вне площадки. Видимо, стоит поработать над тактильными ощущениями. И я не видел расположение ноги из-за стола. Камеру запускал вслепую. Все три камеры синхронизированы. Запись справа симулятора, запись в шлеме PS3 и запись средний кадр и запись ног и педалей левый кадр. Пытаюсь я сейчас груз уложить в центр грузовой площадки. Видимо, с этого кадра, с этого ракурса не очень заметны угловые перемещения. Но работа педалями идет постоянно и ощущается, естественно, полноценное движение. Груз промахнулся где-то на метр. Теперь иду на посадку и пытаюсь уложить крюк весом 50 килограмм в левый нижний угол буквы H верхней вертолетной площадки. Обычно я делаю это для тренировки и проверки на точность органов управления. На правом кадре видно, как вертолет идет на снижение. Трос и крюк ведут себя очень стабильно. Работа педалями незначительна, хотя по ощущениям в этот момент казалось очень даже заметно. Это также означает, что органы управления не создают резонансных раскачек, и все, что должно затухнуть, затухает очень быстро. Электрический крюк уложен на место. Во время использования шлема поле обзора у меня гораздо выше. При посадке я вижу и левую стойку шасси, и значительное поле зрения справа. Обычно я ставлю левое колесо шасси прямо к крюку. Это и случается. Работа педалями идет постоянно, хотя ноги выглядят неподвижными. Довольно удивительно. На этом все.